Всем привет, меня зовут Оскар, и с вами канал IT Verdict. И сегодня у нас будет обзор, как выразился один из моих зрителей, в стиле магазина на диване. И по этой причине он будет немного короче, чем обычно. Дело в том, что для тестирования вот этих фильтров я не успел заказать необходимые тестеры, и поэтому ознакомить вас с какими-то значениями в цифрах или какими-то измерениями я, к сожалению, сегодня не смогу. Но постараюсь в одном из следующих выпусков, когда на обзоре будет что-то подобное, добавить как раз таки измерения и значения к вот этим устройствам и показать вам их. В общем, сегодня у нас будет продукция компании Orico, именно сетевые фильтры на примере вот этих двух устройств, ссылка на которые будет в описании. И начнем мы с проблем, которые они решают. Дело в том, что мое рабочее место порой просто забито различным железом, которому требуется либо питание, либо зарядка, если мы говорим о портативных вещах. И если у обычного офисного ПК занято, как правило, 3-4 розетки, то у меня эта цифра порой достигает 9-10 подключенных устройств. Для этого мне приходится использовать два простеньких пилота. Один от Defender и второй от This Company, один из которых подключен во второй, а второй, соответственно, с более длинным шнуром уже протянут до комнатной розетки. Тут как раз и поговорим о первом варианте. Это сетевой фильтр на 8 розеток, чего в принципе для бытовых нужд должно быть более чем достаточно, но лично мне может не хватить. Однако это все до тех пор, пока в дело не вступают 5 USB портов для зарядки или питания портативов, которые расположены на боковой стороне. Порты USB выдают до 2,4 ампера и обладают привычной для Orico технологией Intelligent ID, благодаря чему устройство выдает именно тот ток, который наиболее подходит для подключенного девайса. Суммарные выходные показатели портов равны 40 Вт и 8 амперам суммарного тока. Длина кабеля устройства 1,5 метра, чего лично для моих целей более чем достаточно. И, кстати говоря, данный фильтр существует в варианте с 4 и с 6 розетками. Второй же вариант, на мой взгляд, является некой альтернативой и уже более ориентирован для настольного применения. У данного фильтра уже только 2 розетки, однако имеется также 5 портов для зарядки или питания портативов. Все они также имеют максимум на выходе 2,4 ампера и поддерживают технологию Intelligent ID. Суммарные выходные показатели портов 25 Вт и уже 5 ампер на выходе. Длина кабеля устройства также 1,5 метра. А о том, что устройство рассчитано в большей степени для настольного применения, говорит наличие специального места, где можно удобно расположить телефон для его зарядки, что является приятным бонусом к удобству использования. Оба устройства обладают всеми необходимыми защитами от скачков напряжения, короткого замыкания, перегрева и перегрузки. Уровень огнестойкости используемого материала 94V0, а также, разумеется, имеются тумблеры включения и выключения. К сожалению, раскрутить их и показать вам их начинку без вреда для самих устройств я сейчас не могу, и причина этому очень нелепа, я не смог найти подходящую отвертку. Дело в том, что тут используются винтовые головки не фигурные, не прямые, а в форме эмблемы Мерседеса, что делает практически невозможным нормально открутить их чем-то кроме специальной отвертки. Так что начинку я покажу вам также вместе с тестами. Пока ориентируюсь исключительно на свой опыт использования и на то, что написано про них в отзывах и на бумаге, это отличное устройство, разве что слегка громоздкие. Стоят они, конечно, дороже, чем обычные пилоты, оба устройства в районе 2000 рублей в зависимости от магазина. Однако это в то же время дает веру в то, что все, что написано у них на коробках и в спецификации, соответствует действительности. Однако пока нет никаких результатов измерений, говорить об этом рано, и давайте отложим этот вопрос. Что ж, на этом все. Надеюсь, этот выпуск был для вас интересным. Если это так, подписывайтесь на канал, оценивайте видео, как считаете нужным, жмите на колокольчик и увидимся с вами в следующих выпусках. С вами был канал IT Verdict. Пока!